Снежана Роженко. На какую камеру снимаете? Сейчас снимаю вот это видео на Canon 200D. Очень удобная, небольшая, не тяжелая камера. Видео для онлайн-школы снимаю часто на 2 телефона. Full HD, тоже качество. Сейчас хорошие телефоны. Меня вполне все устраивает. Художник на севере. А у вас есть свой автопортрет? Интересно посмотреть. Ну, есть, только он довольно-таки древний. Еще в Строгановке я писал на каком-то курсе один портрет, а второй прям по окончании. Там с какими-то персонажами, которые участвовали в моей жизни, которые помогали разобраться, что есть что. Но вообще тема автопортрета очень интересная тем, что твое лицо всегда перед тобой, если есть зеркало. И ты можешь не обязательно искать какую-то натуру, модели, просто сесть перед зеркалом и написать. То есть всегда есть возможность упражняться. Это не значит, что ты оставить хочешь там след в вечности, а просто для того, чтобы изучать форму. Это очень хороший метод писать автопортреты. Рембрандт так делал. Не было денег на модель, писал автопортреты. Их очень много, афортов много. Игорь Творогов пишет хорошие слова про то, что я вот часто посещаю Гурзуф. Это очень любимое мое место. И я жду вас на классы, которые провожу здесь и буду проводить в ближайшие 1 июля по 5. Игорь пишет, что ваши путешествия и творческие встречи сильно заряжают эмоционально и поднимают творческие волны и шторма в вашем сердце, само по себе длительное пребывание вне дома. Вы знаете, Игорь, вот как-то ощущаю, я всегда себя спрашивал, а где мой дом? И там, где я родился, не очень мой дом. Там, где я живу, не очень. В общем, но вместе с тем, вот здесь, в Гурзуфе, это мой дом, это моя родина, такое второе рождение. Я здесь почувствовал себя спокойным и почувствовал, что природа со мной разговаривает языком тишины. И мне, несмотря на то, что где-то недалеко жуткие вещи творятся, но мне здесь удивительно хорошо. Так что я считаю, что это моя родина. Я просто это почувствовал в какой-то момент. Ну, не прям вот прям раз в секунду. Нет, это какая-то протяженность. Я здесь фактически родился как художник. Это такое место силы. Всяко бывал в разных местах и каких-то странах, но вот здесь особенно притягательно. Наверное, недаром здесь построил свой дом, дачу Константин Коровин. И здесь ощущается дух художника, настоящего живописца Коровина, который подарил миру. Вот мотивы, они рядом, все, в общем-то, понятны и известны. И мурашки по коже, когда ты видишь место, на которое смотрел Коровин, которое писал он, сохранились же и улочки, и дома. Даже столб на Чеховке, в конце Чеховки, пересечения с Ленинградкой. И дом тот, и столб на этой картине, которую он вечером писал, на ночной такой мотив. Особая значимость, честь писать в этих местах. И самое интересное, что глядя на мотивы и на его пейзажи, ты понимаешь, как человек мыслил, как он трансформировал реальность, как он создавал новую реальность в своих полотнах. Вот наша задача какая. Игорь, постараюсь ответить вам до конца, что такое вот вне дома, длительное путешествие. Ощущение возникает, что ты везде дома. Ты приносишь себя в любое место на планете, где ты находишься. Ты от себя никуда не убежишь. Вот твой дом. Это то, как ты переживаешь, то, как ты разговариваешь, любишь, кто к тебе приходит в гости, с кем ты пьешь чай или вино. Вот твой дом. Настоящий дом – это сердца людей, которые близки. Это обмен душевным теплом.
Поэтому-то, может быть, и для меня эти классы, которые я провожу, важны с точки зрения того, что я делюсь тем, чем хочу поделиться. И второй аспект – это то, что мы встречаемся, это дружба, это посиделки, это какие-то рассказы, это среда, в которой мы варимся и ползем, карабкаемся к вершинам мастерства. Ну, в общем, человеческое общение – это инструмент, с помощью которого мы себя открываем, себя настоящего. Выше, еще выше, еще выше. Теперь влево. И влево. Влево. Еще влево. Чуть выше. Ну да, лези. Чуть выше. Не, выше. Нет. Это называется самопознание. Кстати, все шаржи надо рисовать только с закрытыми глазами. Мелина Репина. Слава, как обуздать зелень. Я не использую готовую травяную зелень, замешиваю, как ты в своем ролике сказал. Еще использую майскую тоже в замесах, но на свои картины мне смотреть неприятно. В природе все гармонично, а в моих работах какая-то зеленка. Ну, ты знаешь, Мелина, может вообще выкинуть эту зеленую краску, все зеленые выброси. Ну, майскую оставь, но это не значит, что ты ее начинаешь везде ссывать. Может быть, в каких-то там деталях, каких-то акцентах сильных таких. А потом, мир всегда дарит разную зелень. Дело все в том, чтобы она не перетекала. Вот эти замесы из картины в картину. Все вроде бы просто, но они ведь, когда перетекает, вот поставь несколько работ, десяток, ну там, где зелень пишешь, и посмотри, какая зелень в тени. Вот она, есть привычный ход, вот мы его раз наработали, шаблон такой, трафарет. Вот надо это из себя исключить. Любой трафарет – это же прием, это как бы задача художника, мне кажется, уйти от таких шаблонов, от привычности. А для этого все время очень внимательно смотреть не просто на кусок зелени, который мы там, или там два куска зелени, светлые в тени, а целиком на гамму того, что предлагает природа. И второй момент, очень частая, на мой взгляд, ошибка, почему не получается произведение, а есть какие-то одинаковости такие в работах. Потому что художники списывают то, что видят. Они не очень-то создают из этого произведение искусства. А произведение искусства каждый раз же новое для художника. Поэтому нужно вытащить из красок, из композиции, из внутреннего, какое-то решение нужно вытащить, его сочинить. Фактически мы сочиняем. Ну а раз сочиняем, чего тогда сочинять одними и теми же красками или одними и теми же словами? Стихи человек сочетает, стихотворения. Они же разные слова ставят друг к другу, в разной последовательности. Если будет шаблон, например, я пришел к тебе с приветом, ты ушла, и я ушел, ты пришла, и я пришел. Ну, ты же не сможешь несколько стихотворений. Одно ты сочинишь. А когда будет прием, он будет гулять из одного в другую. Ну, что это? Сохраняя ритм в стихотворении, нужно умудряться искать такие сочетания слов, которые пробуждают, которые являются указателем к тому, чтобы человек открыл рот и погрузился в собственную тишину от того, что за этими словами находится. Так и здесь. То есть мы фактически сочиняем цвета. Поэтому попробуй мыслить тоном. Больше. Активно – это значит просто возьми 4 краски и помысли тоном больше, а не цветом. Это разовьет вот эту способность тональных решений, и тогда ты будешь более свободна в цвете. Ну, помнишь же, Бато говорил о приблизительности в цвете. Вот пусть он будет приблизительность, она базируется на тоне. Тон совпадает, а цвет может быть приблизительным. Так что ты уйдешь от шаблонов вот этих цветов, которые тебе сейчас приятны, а дома приходишь, неприятно становится. Фактически неприятность из-за сочетания всех пятен в картине. Пока работаешь, все кажется гармонично, а дома выстраиваешь в ряд и не очень. Но хорошо смотреть на работы художников, которые тебе нравятся, и они разные,
с точки зрения того, что, о, как он зелень решает, о, а почему так он зелень решает, почему она в тоне, оказывается, держится там, нигде не повторяется ни с небом, ни с чем. Ну и первое, вот не повторяться. Второе, попробовать просто решать зелень через там черное с желтым, с охрой, с какой-то золотистой, с сиеной, добавлять, да, еще Ван Дик вместе с охрой, ну, и с кадмием желтым, и ну, сочетания такие, избегая прямой зеленой, решая ее в замесах между черной, ультрамарином, там, зеленой, желтой, разные желтые и охрой. Ну, посмотри, как Вьюар решал зеленые краски. Посмотри на художников, которые нашли решение. Врубель тот же, Бонар. Какое решение закладывается в композиции, вот эта разнопятнистость такая, где вроде бы есть теплота, но она не в лоб. Вот надо... Это решение фактически. Ты мотив пишешь, но ты его решаешь не в лоб. Ты его стилизуешь. Ну, такое предложение. Друзья, для кого эта тема интересна, вот как с зеленью справиться, посмотрите урок 9 «Дизайн в пейзаже». Там была намеренная задача, как уйти от зеленки. И я это показываю, как я решал на примере там, кустов с розами. Вот анонс, посмотрите, может он кому-то приглянется и окажется важным. 10% скидка на все уроки в онлайн-школе. Заходите. 9 урок в моей онлайн-школе «Дизайн в живописи». Он был записан в Калифорнии, в саду, где много роз. Этот урок посвящен тому, как стать хулиганом в живописи. А здесь есть еще тень. Как быть спонтанным, не привязываться к цвету, который ты видишь, а сочинять его на основе композиционных пятен, мыслить пятнами. Как это? Как все разложить? Мотив понятен. 2 куста больших, розовых, зелень на переднем плане, трава, на заднем плане зелень. Но ведь наша задача написать художественное произведение, сочинить на эту тему нечто удивительное. Вот этот урок об этом. Как научиться писать легко, как писать впечатление. Нужен ли подготовительный слой краски в живописи? Можно ли обойтись без него? Этот урок интересен тем, кто любит спонтанную, живую живопись и хочет перестать разглаживать волосок к волоску в своих работах. 9 урок «Дизайн в живописи».